красота. Слои, все видно, все как положено. Морковочка, бурячок, картошечка, селедочка, ну все. Шановні, доброго дня. Такая тема произошла. Тут у меня 7 декабря день рождения. Дядьке вот этому с большими усами будет 55 лет. Но это не суть темы. Тут 55 лет я даже откидываю. У нас другой праздник. Мы с вами набрали 1000 подписчиков. Это сила. Я благодарю всех, кто остается на моем канале, кто со мной. Дальше еще лучше будут рецепты. Поверьте уж мне. Люди, которые отписались, зря. Может быть, я не скажу, может быть, я не умею красиво преподать. Но поверьте, каждый рецепт песня. Все испробованы. Я уже говорил как-то, я не выкидываю рецепты просто так от фонаря. И на сегодняшний день будут новогодние 3 рецепта. Как я украшаю, как я делаю. Давайте покажу, что нам для этого понадобится. Так, дивіться, шановні, у меня тут продукты не совсем помещаются. Я сейчас расскажу в общем, что нам понадобится, а потом для каждого блюда буду по отдельности. Значит, яички нам понадобится, селедочка, у меня уже все почищено, все подготовлено. Соль, икра красная, цибулька, растительное масло, картошечка, морковочка, горчичка, сахар, яблочко, габлучко. Наташенька, скушай габлучко. Так у меня дедушка говорил. Бурячок. Ну, по-моему, все, шановні. Делаю по памяти, так что, если где-то что-то, я добавлю. Все точные продукты будут ниже под видео написаны. Что делаем в первую очередь? Делаем майонез. Берем, такая емкость у меня вот эта вот мерочная. Вбиваем сюда сырое яичко. Добавляем пол чайной ложки сахара. Горчички. Щепотка соли. Лимонный сок выдавливаем. Растительное масло. Теперь берем погружной блендер. Видите желток? Накрываем этим погружным блендером желток. И включаем блендер. Взбиваем 35-40 секунд. Взбили. Не поднимая блендер. Влево-вправо. Крутим. Теперь вот так чуть-чуть приподняли блендер, пробили, потом в другую сторону, не вытягивая полностью. И так с 4 сторон. Вытягиваем наш майонез отсюда. Все, и перемешиваем. Тут остались остатки масла. Все это перемешиваем.
и перелаживаем в кулечек. Я вот такой кондитерский пакет. Все, сейчас я переложу и включусь. Смотрите, сделали майонез и отлаживаем в сторону. Вторым делом нам надо бурячинки натереть. Можно на такую терку, на мелкую, можно на крупную. По вашему вкусу, как вам нравится. Я натру на мелкую. Натираем буряк. Вот на вот этой терке я, наверное, буду. Вот, натерли буряк. Берем пол-литра воды, тепленькой такой, градусов 30. Это мы делаем не шубу, а украшаем наши яйца. Сейчас все увидите. Ложим сюда. Вот, где-то грамм 120 сюда бурячка положили. Теперь берем наши яички и ложим сюда. Я, к примеру, буду ложить 6 штук. Сколько вы, не знаю. Вот. И оставляем на полчаса их. А тем временем занимаемся нашей шубой. Так, бурячок потерли. Трем теперь морковочку. Морковочку так же само трем. Так, натерли нашу морковочку. Дальше натираем картошку. Так же само на такую терочку. Чтоб продукты не слипались, я вам советую, когда все сделали, отварили, все остыло, положите в холодильник часа на 2-3. А еще лучше с вечера все отварили, а утром делайте вот так, как я. Тогда не так будет слипаться. Вы видите, картошечка не так слипается. Это лайфхак от деда Вована. Натерли картошечку. Натираем наши яички. Натерли наши яички. Теперь натираем яблочко. Натерли наши яблочки. Нарезаем нашу цибульку мелко. Порезали цибульку мелким кубиком и убираем в мисочку. Режем мелко селедочку мелким кубиком. Я вот так вот режу. Она от костей у меня убранная. Шановні, берем кольцо, у кого есть. Нет, значит так, какую-то емкость слаживаем. У меня кольцо 22 в диаметре. Что я делаю в первую очередь? Ложу первым слоем буряк. Шановні, смотрите. Я положил, и вот взял толокушку, картошку, что толки, и так слегка разровнял. Не утрамбовывал, а так слегонца. Ну, может быть, придавил слегонца, чтобы ровненькие слои были. Так, дальше берем наш майонез. Срезаем кончик и делаем сеточку. Кто как делает, сеточку, меточку.
я делаю так. Просто полил и все. И по кругу обхожу вдоль ободка. Обязательно, чтобы у нас слой от слоя красиво отделялся. Вот. Дальше ложу морковочку. Беру также само толокушечку и разравниваю ей. Там, где не хватает, добавляю. И прохожу опять так. И беру опять майонез. И все так же само делаю. По кругу. И сеточку. Теперь вылаживаю картошку. Видите, картошка у меня не слипшаяся. Когда картошку выложил, беру чуть-чуть присаливаю. Вы можете каждый слой присаливать, но я так делаю. И так же само придавливаю. Разравниваю, придавливаю. Вылаживаю майонез. Сверху картошки обязательно селедка. Селедки не должно быть мало, но не должно быть и занадто. Но селедка — это главный ингредиент здесь. В ней весь прикол. Вкус. И так же само слегка. Теперь майонез я не ложу. Ложу сразу яички. Гляньте, как они у меня рассыпаются. Чуть-чуть я оставлю сверху для украшения.
Так же самое слегка придавили. Майонез. У меня закончился майонез, я быстренько сделал еще. Он делается майонез быстро. Так, теперь цибульку обов'язково. Цибульку еще лучше, я этого не сделал, но лучше бы, если вы ее замариновали, вообще была песня. Поверьте. И также каждый слой притрамбовываем слегка. На цибульку не буду майонез. Теперь наши яблочки. Королевская шуба, поверьте. Так никто, наверное, не делает. У меня так мама делала. Только, ну, единственное, что тогда майонез провансаль, помните, в стеклянных баночках было? Сейчас чуть-чуть разровняем. И дальше ложим красную икру. Я думаю, раз в год можно положить красную икру. У меня где-то уйдет 100 грамм сюда. Да, вот практически 100 грамм и ушло. Ой, какая икорка, а? И заключительный штрих ложим бурачок. Низ вверх красный, ой, красотень. Меня мама, кстати, буряк не любила. Хлопцы, она у нас одна была. Буряк будем ложить, а мы ж с братом, конечно, будем. Я не знаю, по какой причине она не любила. Она, в принципе, поджелудочной страдала, может быть, из-за этого. Ну, не буду утверждать. Так, шановні, і починаємо украшати. Я, к примеру, вот так буду украшать. Типа снежинки буду делать. Теперь притрушиваю яичком.
Так, слегонца не надо сильно. Для красоты. Чисто визуально. Но будет смотреться неплохо. И убираем нашу шубу. Убираем нашу шубу для стабилизации на 2-3 часа в холодильник. А мы занимаемся нашими яйцами. Они у нас там красятся. Так, шановні, дивіться, отакі яички у нас получились. Что мы теперь делаем? Режем наше каждое яичко напополам. И отставляем в сторону. Гляньте, двухжелтковая. Вот это у меня курочки. Опять двухжелтковая. Да вы шо? Вот это курочки у меня. Прям как с пулемета. Гляньте, третье. А ну надо узнать, что это за курочки. Не было, это у меня молотки разнеслись. Одно. Ну ладно, ничего, тоже хорошо. Спасибо курочкам. Так, что мы теперь делаем? Нам надо в пиалочку все желтки выложить. Вылаживаем наши желтки в пиалку. Так, аккуратно, чтобы яичко не порвать. Оп. А это отлаживаем. Все, я сейчас все выложу и включусь. Так, шановні, вот у нас осталось трохи селедки. Значит, нам надо вот один кусочек либо порезать мелко, либо посекти мелко. Очень-очень-очень мелко. Я вот постараюсь филейным ножом, потом, наверное, еще топориком посеку. И сечем их. Ну, я думаю, хорош. И все это перелаживаем к желткам. И нарезаем укропчика чуть-чуть. Я вот так меленько его посеку. И сюда же. И теперь это нам надо смешать с яйцами. Яйца раздавить, желтки и перемешать это все. Не солим, ничего. У нас селедочка соленая. Вот такая вот, чтобы смесь получилась. Это тоже мамин моей рецепт. Она так делала. Еще с печенкой так начиняла.
Так, теперь нам надо сюда влаги добавить. Сейчас покажу. Добавляем горчички сюда чуть-чуть. Соевый соус грамм 20. И все это перемешиваем. Теперь катаем шарики и заполняем наши яички. Берем блюдечко, куда будем вылаживать. Я делаю вот так вот шарики. Вот такие вот. Они лепятся хорошо. Вот. И улаживаю сюда. И вылаживаем на блюдечко. Руки помыты, все. Так, слегка их сдавили, а потом шарик скатали и вылаживаем. Все, сейчас я все поделаю и покажу, что будем делать дальше. Забыл вам показать. Я вот это вот здесь с нижней части вот так вот срезаю. Это для того, чтобы яичко стояло красиво. И покажу еще раз, давайте, как я формирую. А может кто не добачил. Вот так, прижали, прижали. Все. Смотрите, что у нас получается. Сейчас еще украсим майонезом, укропчиком. Кто на что гораст. Ну, в конце все увидите. Все, ждем. Шановні, ну дивіться, яка краса вийшла, а? Красота. Слои, все видно, все как положено. Морковочка, бурячок, картошечка, селедочка, ну все. Песня. И яички наши. Смотрите, я селедочку пробую. Селедочка вкусная. Шубу я не буду пробовать. Ну уж извините. Такая ситуация. У меня завтра днюха, я же уже сказал. Я как бы для гостей приготовил. Смысла нету пробовать. Но она вот такая вот. Я вам кажу. Делайте. Пробуйте. И все у вас получится. Подписываемся. Лайкаем. Жмякаем на колокольчик. Хай всем счастливо.